Вокруг истории Надежды Викторовны Савченко, украинской летчицы, много мифов. И каждый миф стремится стать правдой. Но, как известно, правда у каждого своя, а истина одна. Итак, что же случилось 17 июня 2014 года под поселком Счастье? Кто такая Надежда Савченко, какие функции она выполняла и почему попала в плен? Как и по чьей вине погибли журналисты ВГТРК Корнелюк и Волошин? Давайте искать ответы вместе. Надежда Викторовна Савченко родилась в 1981 году. Училась в Харьковском университете воздушных сил имени Кожедуба на летном факультете. С 2009 года служила в военной части города Броды штурманом-оператором вертолета Ми-24. Летом 2014 написала заявление на увольнение из Вооруженных сил Украины, не получила положительного ответа командования и пошла добровольцем на фронт, взяв отпуск на неделю. За свою военную карьеру Надежда была стрелком, но никогда снайпером. В качестве военного пилота штурманом, но не наводчиком. Свидетельство тому ее личное дело и послужной список, переданные Украиной Следственному комитету Российской Федерации в рамках ведения расследования. Данная реконструкция боя, который начался примерно в 6 утра 17 июня, поможет разобраться в произошедших событиях. Место действия – восток Украины. Луганская область по направлению трассы Н-21 Счастье-Луганск. Между этими населенными пунктами расположены поселки Веселая гора, Приветная, Цветные пески, Стукалова балка, Металлист. В те дни военная часть 0624, в народе Айдар, частично базировалась в поселке Счастье. Линия обороны Вооруженных сил Украины пролегала за Веселой горой. Расстояние между этими позициями по карте Google примерно 12 километров. Противник, как стало известно уже после боя, занимал позицию восточнее Стукаловой балки. Расстояние между линией обороны ВСУ и линией дислокации противника чуть больше 7 километров. В ночь 16 на 17 июня 2014 года военная часть Айдар выставила секрет в гольф-клубе. Это чуть больше 3 километров от линии обороны ВСУ. Следить за передвижениями старшего лейтенанта Савченко и журналистов Корнелюка и Волошина мы будем с помощью биллинга их мобильных телефонов, доступ к которому Служба безопасности Украины открыла в ноябре 2014 года. 6:10 утра 17 июня. После сообщения о начале обстрела украинских разведчиков в районе Гольф-клуб, Надежда с сестрой на легковом автомобиле выехали на позицию, линию обороны Вооруженных сил Украины. Как известно со слов очевидцев, Надежда была без каски, без бронежилета, со стрелковым оружием АКС-74 и разгрузкой. В это время шел бой в районе Гольф-клуба. Командование решает отправить 3 БМП и танк. 5 призывников из Полтавы и Надежда на танке отправились к Гольф-клубу проверить обстановку. 3 БМП пошли по дороге на Луганск. Согласно биллингу, в промежутке с 8:24 до 9 утра Надежда находится в районе гольф-клуба, село Приветное. Из биллинга номеров телефонов журналистов ВГТРК Корнелюка и Волошина видно, что с 7:10 до 9 утра они находились в центре Луганска, в районе облгосадминистрации и облисполкома. В промежутке с 9:35 до 9:42 их телефоны замечены в гостинице «Лугань» по улице Радянска. С 9:45 до 10:26 телефоны снова находились в районе облгосадминистрации и облисполкома. Проверив обстановку, танк отправился назад. По дороге останавливается. Надя спешилась. Она набрала комбата, чтобы доложить обстановку. Танк двинулся дальше без нее. Надежде была дана команда оценить ситуацию, установить связь с танком. Она шла пешком чуть больше 3 километров от поворота на гольф-клуб до поворота на Стукалову балку. Надежда обнаружила 5 тяжело раненых украинских военных, десант одного из БМП, отосланных на Луганск. Минут 10-15 Надежда пытается просить помощи по телефону. Первому она дозвонилась комбату. Для спасения раненых Вера передала свой легковой автомобиль 2 бойцам Айдар, но айдаровцы разминулись с Надеждой. Противник остановил их машину на той же засаде, где подбили технику ВСУ. Этот автомобиль есть на видео. В это время Надю ранило в руку на вылет, калибр 5,45. Позже на допросе она расскажет об этом. Несмотря на ранение, Надежда продвигалась вперед, подобравшись примерно за 200 метров к засаде противника. Как стало известно позже, его численность составляла 70 человек. Расстояние от рубежа обороны ВСУ до засады противника больше 7 километров. Надежду заметил боец, на котором не было каски, автомат был на предохранителе. Он не сразу понял, что Надя девушка. Надя не открывала по нему огонь и не могла вернуться назад. Перестрелка могла привлечь остальных боевиков к раненым десантникам из украинского БМП. В этот момент Надежду взяли в плен. Состоялся первый за все время боя ее контакт с противником. В котором часу? До 10:09 утра 17 июня ее телефон все еще в районе Стукаловой балки. Это чуть больше 3 километров от места попадания снаряда в съемочную группу ВГТРК. В Киевском институте судебных экспертиз провели независимое исследование видеозаписи Егора Русского, одного из сепаратистов, от 17 июня, проанализировав высоту солнца над горизонтом. Оказалось, что все фрагменты записи сняты рано утром. Те кадры, где Надежда Савченко в плену в окружении боевиков, были сняты не позже 10:30 утра.
А уже в 10:44 пленную Надежду перевезли в Луганск в район улицы Карла Маркса, что подтверждает биллинг ее телефона, видео взятия в плен и видео допроса Надежды в спортзале. Как известно, попадание снаряда в съемочную группу случилось на блокпосту между Луганском и Металлистом около 11:40 по киевскому времени. Где были журналисты в то время, когда Савченко взяли в плен? Уже на позиции или только по дороге к ней? О чем говорит свидетель-таксист? 10:26. Они все еще в центре Луганска. В 10:45 в районе Камброда, частного сектора на севере города. Приблизительно в 11 часов они только выехали к блокпосту. Но в 10:09 Савченко уже окружил противник, а в 10:44 Надя находилась в центре Луганска, ее перевезли вместе с другими пленными ВСУ. Журналисты ВГТРК Корнелюк и Волошин еще не доехали до места роковых съемок, а Савченко уже взяли в плен. Могла ли она вообще пересечься с журналистами? Вопрос снят. А вот кто пригласил журналистов, гражданских людей, на линию фронта? Кто подверг их жизни смертельному риску ради картинки? Эти вопросы по-прежнему открыты.